Всем привет, на связи команда Кейтара, продолжаем наш курс по трекеру и переходим к теме, которая называется «Как сделать так, чтобы пришел факт конверсии в трекер и вы видели статистику по вашим продажам, лидам в Кейтара». Что такое постбэк? В двух словах, это запрос с определенным набором данных, с помощью которого трекер узнает о том, что на вашем оффере произошло целевое действие. Чтобы его настроить, базово достаточно взять ссылку постбэка Кейтара, то есть системы, в которую будет приходить этот постбэк, и добавить ее в систему, которая будет отправлять этот постбэк. Но есть определенные нюансы, соответственно, с которыми мы будем сейчас разбираться и рассматривать. Существует несколько вариантов настройки постбэка в трекере в зависимости от того, какая у вас воронка трафика, какой тип оффера, какие настройки внутри компании, кто отправляет этот постбэк. То есть очень много вариантов. Сейчас рассмотрим, когда вы берете ссылку в партнерке, вы берете ссылку оффера и добавляете ее в Кейтара. И постбэк отправляет партнерка. Специально для того, чтобы облегчить процесс настройки этого в Кейтара, есть раздел «Партнерские сети», в котором есть определенный набор шаблонов в зависимости от того, с какой партнеркой вы работаете. То есть два варианта настройки, когда шаблон партнерской сети уже есть в трекере, и второй тип, когда этого шаблона нет. Вам сначала нужно создать этот шаблон. И давайте на примере партнерки Everat разберем. В первую очередь, что нам нужно сделать? Понятное дело, зарегистрироваться в партнерке, написать менеджеру и взять свои офферы. Идем в раздел «Потоки». Вот мы создали уже наш поток. Сохраняем и берем ссылку этого потока. Сохранить поток. Вот она, ссылка этого потока. Для трекера это ссылка вашего оффера. Мы переходим в трекер и создаем этот оффер. Создать. Academy Test Offer, тип редирект. И добавляем ссылку на этот оффер. В трекере уже есть шаблон партнерки Everat. Значит, все, что нам нужно сделать, это подключить этот шаблон. Сейчас объясню для чего. Теперь идем в компании, создаем компанию. Все, создаем и добавляем сюда вашу схему. То есть, да, лендинги, офферы, неважно. Главное, что у вас финальное звено в этой схеме, это оффер редирект. Да? Создаем поток, схема, добавить офферы, Academy Offer, вот он. Все, применить, сохранить. Все, вот он наш поток, наша компания в трекере, на ссылку которой мы льем трафик. Что важно сейчас понимать? Первое, мы подключили оффер с шаблоном. Давайте перейдем к шаблону, чтобы было более наглядно. Смотрим, да, что здесь написано по поводу каждого из полей. Параметры для оффер. Для чего это поле? Нам обязательно нужно отдать в партнерку в любую наш sub-ID клика Кейтара, для того, чтобы после того, когда они пришлют нам конверсию, в постбэке они прислали и этот sub-ID. И трекер Кейтара понимал, на какой sub-ID клика, соответственно, на какую компанию, на какого пользователя записывать эту конверсию. Вот здесь поле postback URL. Это как раз и есть та ссылка постбэка, на которую Everat нам отправит наш постбэк по факту конверсии. Это значит, что мы уже протестировали этот шаблон, нам писали представители партнерки, мы с ними обсудили ссылку, параметры и все остальное и добавили вам для того, чтобы было удобно. Вот это вот поле, оно не влияет вообще ни на что в трекере. Отсюда из этого шаблона можно удалить вообще эту ссылку, и ничего страшного не произойдет. Просто вам каждый раз надо будет где-то ее заново брать, эту ссылку. То есть это просто поле, текстовая заметка. Но вот это поле трогать ни в коем случае нельзя, если здесь стоит шаблон. Кроме того случая, когда вам представитель партнерки прямо говорит, сейчас у нас этот параметр не SID5, например, а вот такой, грубо говоря, ASD5. Тогда вы можете это сделать и можете нам написать, замените, пожалуйста, в трекере на актуальные данные, потому что нам партнерки не пишут, не сообщают постоянно, не поддерживают их, вон, смотрите, сколько, они, естественно, нам не пишут все. Теперь идем, берем эту ссылку и ставим в созданный поток в Everat. Тоже здесь может быть по-разному у партнерок, но обычно вот здесь можно добавить либо глобальный постбэк на то, что все конверсии, которые будут вам отправлять, они будут отправляться именно на эту ссылку. Нажимаем глобальный постбэк и вставляем сюда эту ссылку постбэка. Что точно нельзя менять, даже если вам скажет менеджер, кто угодно или еще, ну в общем, нельзя ни в коем случае менять вот этот параметр sub-ID равно. Это наш параметр. Все, что слева от равно в ссылке постбэка, это наши параметры. И, собственно, их менять нельзя ни в коем случае, чтобы все правильно работало. И вот здесь параметры для оффер тоже нельзя менять вот эту часть. То есть справа от равно это всегда должен быть макрос sub-ID, да, в таких скобочках. Все, мы сохраняем это. Тут можно настроить, но я тестировал до этого, дальше чуть покажу.
И по сути наша настройка закончена. То есть что мы сделали? Мы создали оффер в партнерке, создали поток. Ссылка этого потока — это ссылка нашего оффера. Мы скопировали, добавили в оффер трекер, поставили этот оффер в поток и подключили ссылку шаблона everad.ru, ссылку шаблона партнерской сети, которая у нас уже есть. Вот здесь мы видим, что автоматически все добавится, вот эти параметры seed5 равно subid, они берутся вот отсюда. Если мы, например, сейчас добавим сюда вот так вот, то будет написано, что добавятся и эти параметры. Вот, видите, пусть будет, оно не мешает, в принципе. И все. Идем делать тестовую конверсию. Переходим по ссылке оффера. И что мы видим? Мы видим, что вот здесь в URL в параметре seed5 подставился реальный ID клика наш из Кейтара. Он точно такой же будет и у нас в логе. Вот он, лог трафика, вот он наш клик. То есть это реальный ID клика, вместо макроса подставился. И делаем конверсию. Заказ. И вот он, собственно, факт конверсии на оффере Everad, который с помощью того, что мы все это проделали с вами сейчас, будет отправлен с помощью вот этого постбэка глобального, будет отправлен в трекер Кейтара. Мы идем в логи постбэк и смотрим. Пришла конверсия в трекер. Вот он, обслуживание логи и постбэк. Вот он, факт конверсии. Переходим отчеты конверсии, идем вот сюда, ищем наш subid, вот она наша конверсия, все записалось в трекер. Переходим к ошибкам. Вроде все настроил уже, но ничего не получается, не приходит конверсия в трекер. Давайте посмотрим, какая может быть самая главная причина. В первую очередь, самая частая распространенная причина — это ошибка incorrect subid, либо пустой subid, когда приходит. Давайте посмотрим, может быть в логе найдем. Вот. Incorrect subid, postback ignored. Смотрите, почему это происходит. Конкретно здесь это происходит потому, что в параметре subid ничего в постбэке не пришло. Вот оно, видите, пусто. То есть если вот здесь у нас мы видим значение реальное subid клика, то вот здесь, где у нас incorrect subid ignored, вам не присылают ничего из партнерки, ничего не присылают в постбэке, в subid клика. Это может быть по двум причинам. Первое, либо вы неправильно настроили передачу subid клика в партнерку из трекера, либо вам просто вы передаете туда все правильно, но партнерка по каким-то причинам не передает. Давайте по порядку тоже рассмотрим. Переходим. Как передается в данном кейсе subid клика в партнерку. Это уже показывал вот здесь в шаблоне, в партнерской сети RandomFNet, да, у нас, который подключен партнерские сети. Мы смотрим, что вот здесь мы передаем в параметрах для оффера seed5 равно subid. И вот где оно передается. Вот мы видим, что оно передалось в URL. Все, на этом задача трекера закончена по поводу передачи. Остальное вам следует только проконтролировать, что вот здесь в постбэке в партнерке у вас стоит передача обратно этого subid. То есть вы хотите, вот говорите, отдайте мне наш subid, вот этот в параметр subid равно то, что мы вам присылаем вот здесь в seed5. Вот это значение, пожалуйста, отдайте нам в постбэке и пришлите его вот сюда в логе. Вот это вот значение, вот так. Давайте на конкретном примере тоже смотрим, переходим в компанию. Такой вот оффер у нас будет. Сохраняем. И смотрим. Так, давайте в первую очередь, конечно же, нам надо подключить, что у нас, видите, уже первая ошибка, что у нас не выбрана партнерская сеть. Поэтому следим. И делаем клик, переходим. Смотрите, на что нужно обратить внимание. Ссылка оффера, которая у вас стоит в шаблоне, которую вы взяли в партнерке, она выглядит вот так, видите? Вот она, клик, Glory Traf. Мы переходим по ссылке компании и ожидаем, что мы по ссылке компании, естественно, попадем на оффер. И мы видим, что вот здесь ссылка уже конечная в URL, она отличается. То есть вот здесь Glory Casino, а вот здесь вот клик Glory Traf. То есть ссылки конечные отличаются. Задача трекера отдать subid клика на вот эту ссылку, на первую ссылку, которую вы ставите как оффер. Дальше уже партнерка должна с этой ссылки сама забирать их subid клик.
Сейчас покажу наглядно. Вот смотрите. Мы видим, что здесь есть несколько редиректов. Мы видим, что, опять же, редирект пас, расширение. Вот себе загуглите, поставьте, очень помогает. Вот здесь мы видим, что запрос идет на вот эту ссылку. Это ссылка компании Kitara. Идет 302 редирект на ссылку оффера. И вот здесь мы четко фиксируем, что из трекера sub-ID клика ушло в той метке, которую требует партнерка. Вот она, seed5 равно sub-ID клика, реальное значение sub-ID клика трекера. Но конечная ссылка мы видим, видите, здесь уже, также дальше идем по редирект пасу. Еще один редирект с этой GloryTrav, которая у нас стоит как ссылка оффера в партнерке. Ссылка оффера в трекере, вот он, GloryTrav. Идет редирект на еще одну ссылку. Это уже внутренние редиректы партнерки свои, которых они должны сами забирать свои метки. И если вот здесь вот на первой ссылке, на которую идет редирект, есть seed5 равно sub-ID, либо любая другая, естественно, метка, та, в которой партнерка принимает значение. Все, на стороне трекера задача выполнена. Вы на стороне трекера все правильно настроили, и вам нужно просто пойти в партнерку и спросить, вот здесь вот смотрите, мы отдаем, но вы нам ничего не присылаете, вы нам присылаете incorrect sub-ID. Но вы видите, что вот здесь в redirect pass все стоит четко, все передано, вы идете сразу в партнерку уточнять, по какой причине это происходит. И вы видите, что на конечную ссылку sub-ID не заходит. Может быть такой вариант, что они где-то по пути этот sub-ID, например, прям себе записывают, забирают с этой ссылки. Не обязательно это, но 90% случаев, просто как показывает практика, sub-ID теряется у них во внутренних редиректах, либо что-то им надо настроить, либо вам в кабинете. Ну, в общем, это вопросы уже не к нам. Это самая частая причина, по которой у вас не записывается постбэк. Также может быть, что вам присылают какое-то другое значение. То есть вы, например, вот здесь вот отдаете этот sub-ID клика в нужный им параметр. Но в sub-ID в логе вам приходит совсем другое значение. И они, например, вы по ошибке вот здесь вот взяли в параметрах и поставили не то значение, не то, которое нужно получать, а поставили, например, вот вы посмотрели ID конверсии. Ок, отлично, все, ID конверсии мы ставим вот сюда как sub-ID. И проверяем вот здесь. Давайте заменим ссылку, чтобы была неправильная. И сохраним. Сделаем еще раз конверсию, только уже подключим, естественно, оффер, который будет работать. Применить, сохранить. Обновим, посмотрим, что у нас. Угу. Делаем конверсию. Вот опять же, да, мы передали правильно. Вот мы сделали заявку и идем смотрим в лог, что нам приходит. И видите, вместо sub-ID уже не пустое значение, но это явно не sub-ID клика трекера. Вот сравните sub-ID клика трекера, вам, чтобы было понятнее, да, и то ID конверсии, которая присылает вам партнерка. Это их метка, их ID, порядковый номер конверсии в их системе. Для трекера эта цифра вообще ничего не говорит. И мы сейчас здесь увидим, что sub-ID incorrect. Вот здесь оно сейчас обрабатывается. И видите, вот здесь написано sub-ID not found. То есть либо sub-ID incorrect, если его нет, как показывал уже, либо not found. Not found, потому что в трекере в базе нет такого ID клика просто-напросто. Для трекера это значение ничего не значит. Поэтому, несмотря на то, что вам прислали вроде бы, как кажется, правильный постбэк, все здесь есть уже, все параметры. Но sub-ID не может найти вот этот вот. Его просто не существует. Поэтому такая конверсия не будет записана, она просто проигнорируется. Давайте сейчас еще один кейс рассказываю. Вот здесь на примере Everado у нас была ситуация, что поле постбэка одно, и они отправляют статусы конверсий с помощью макроса, то есть они сами подставляют то событие, которое нужно. И одно поле постбэка. Есть партнерки, где нужно разделять ссылку постбэка на каждое поле отдельно, на каждое событие отдельно. Вот здесь, например, в партнерке Pinup. Мы вот здесь переходим в настройки, настройка постбэка, открывается это окно. И вот здесь несколько полей, основные настройки. Сюда мы должны добавить отдельно ссылку на регистрацию, первый депозит, повторные депозиты и вот эти статусы в гимбле, которые используются, ревшара.
бейслайн и так далее. Смотрите, нажимаем редактировать, и нам нужно добавить каждую ссылку отдельно. Как это сделать? Учитывая, что в Kitara есть 4 статуса конверсии, здесь также нужно логически сопоставить эти поля с статусами, которые есть. Например, регистрация. Регистрация в Kitara это статус lead. Соответственно, мы берем нашу ссылку постбэка, вот здесь, например. Шаблона пинап у нас нет еще, мы добавим его скоро, сейчас общаемся с представителями, поэтому берем вот эту нашу рандом fnet и на ее примере сделаем. Вот здесь регистрация. У нас здесь куча статусов, куча всего остального там, да, и мы берем просто в блокнот, копируем ссылку нашу из шаблона, который мы уже создали, вот так вот, и смотрим, что нам нужно здесь убрать. Нам нужно просто самим руками поставить нужный статус вместо этого макроса. В трекере статусу регистрация соответствует статус lead, поэтому мы просто берем, вот здесь вот ставим lead, вот так. А вот это вот обучение мы убираем, потому что нету автоматической передачи статусов. Нам не нужно ничему обучать трекер. Мы сами руками пишем. Вот так вот lead. И все. И добавляем эту ссылку в это поле. Вот сюда. Регистрация. Да? То есть это ссылка для лида, например. Далее идет ссылка для первого депозита и повторные депозиты. На данный момент у нас оба этих статуса можно расценивать как продажу. То есть мы берем опять же вот здесь ссылку. Вместо статуса lead мы ставим статус sale. И идем, ставим вот сюда в первый депозит. Нам за него, естественно, выплачивают что-то. Возможно, вам и за лид платят. Нужно просто смотреть по конкретной партнерке. Повторные депозиты. Смотрите, это логично принимать как допродажу. То есть вот сюда можно дописать TID равно, и они будут вам какое-то рандомное значение присылать, это надо уточнить у них, вот, например, пойти и спросить, повторные депозиты вы можете сделать так, чтобы в параметр TID нам передавался какой-то макрос, либо рандомное число, либо transaction ID, то есть ID транзакции, депозита, которое будет отличным от предыдущего, то есть, например, вот сюда поставить. Либо если вы знаете, что это у вас единственный случай будет до продажи, вы можете руками прям вот так TID1 поставить, и повторный депозит вам будет приходить как статус до продажи. Но это уже в крайнем случае, если в партнерке вам не дадут никакой макрос, который, например, вот так вот там рандом, и подставляет сюда случайное число. Всегда в первую очередь нужно уточнить в партнерке для таких кейсов. Опять же, если вам это актуально по вашей схеме. Ревшар и прохождение бейслайн, прямой аналогии статуса ревшара за сутки и бейслайн в трекере Kitara сейчас нет, поэтому вам нужно каким-то образом адаптировать ваши события под то, что вы можете видеть в трекере. Все, на этом заканчиваем. Если будут у вас какие-то еще вопросы, пишите нам, пожалуйста, в поддержку. И всего вам хорошего, хорошего дня и до встречи. Пока.